Здравствуйте, здравствуйте, и сегодня у нас гадание, кто же он на самом деле, ваш любимый человек, либо человек, с которым вы планируете встречаться, либо любой другой, которого вы загадаете. Гадание будет на 6 позиций, вы можете загадать даже несколько человек, и мы постараемся детально их рассмотреть. И первая позиция. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Не торопитесь, сконцентрируйтесь, вспомните тех людей, которых загадываете, и выберите свою позицию. Если хотите подумать подольше, просто поставьте видео на паузу. И давайте начнем с первой позиции. Так, итак. Это достаточно любвеобильный человек, будь это мужчина либо женщина. В его поле зрения всегда есть люди, как девушки, так и мужчины, которые пытаются его добиться. Если вы загадывали на мужчину, то это мужчина более такого, знаете, мягкого женского характера, который умеет прощать, а также поддерживать атмосферу в семье. Также эта карта указывает на то, что очень часто он может иметь отношения на стороне. Но не забывайте, что это касается как девушек, так и мужчин. Люди видят его достаточно злопамятным, и те, кто перешел ему дорогу, ощутили на себе, насколько это неприятно, и в будущем они не собираются с ним связываться. Сам же человек считает себя практически идеальным. Он считает, что он умеет правильно любить, заботиться, а также, что он заслуживает на ту любовь, о которой он мечтает. Но на самом деле данный человек немножко печального образа. Если рассмотреть отношения с ним в будущем, то он постоянно чем-то будет недоволен, будет что-то умалчивать, накапливать эти обиды, а потом просто агрессировать без повода. Конечно же, он будет идти на уступки в результате каких-то огромных скандалов, но в целом ничего меняться не будет. То есть он не будет над собой работать, или она. Ну и через какое-то время, может через полгодика, через год, он вам заявит или выкатит, скажет: вот, например, я не хочу с тобой больше спать, потому что ты мне чем-то не нравишься. Либо у тебя там большой вес, либо ты недостаточно накачан. Все зависит от его комплексов, скажем так. В целом отношения с этим человеком возможны, если вы возьмете на себя проработку его каких-то внутренних комплексов, если вы сосредоточитесь на них и поможете ему с этим. Но главный момент с ним — это постоянное общение, вот держать этот контакт, потому что если не разговаривать с ним о личном, он замкнется, либо она, и в принципе вы потеряете эту эмоциональную связь. И давайте рассмотрим вторую позицию. Так, если рассматривать мужчину, то это мужчина тоже немножко с женским характером. Я бы сказал, таким стервозным. Этот любит все контролировать. Если же не получается по его, он будет всячески изводить, я бы даже сказал, издеваться, чтобы довести то, что он хочет, до логического конца. В компании при встрече он может изображать такого, знаете, либо она такого даже добряка, сразу же начинает чему-то учить, поучать, рассказывать как лучше, хотя вы даже не спрашивали совета. Также вот эта карта говорит о том, что этот человек может интересоваться эзотерикой. Это может быть как астрология, так таро, либо психология. Возможно, и профессию такую же выбрал, либо учитель, либо психолог, либо эзотерик. Люди имеют неоднозначное мнение об этом человеке. Они считают, что в жизни ему очень часто как-то не везло, хотя он очень много старался, либо она много чего испробовал, а сейчас идет такой период прокрастинации, когда ничего не хочется, все надоело, потому что ничего не получилось. Сам же человек считает себя таким, знаете, подарком судьбы для своего избранника. Он считает, что он умеет правильно подбирать подарки, именно те, которые нужны, вовремя мириться, вовремя уходить и приходить, а также считает себя лучшим другом, который вообще существует на этой планете. На самом же деле
высшие силы и по энергетике данного человека прослеживается то, что это достаточно корыстная личность. Он в свой круг подбирает людей, либо которые выше по его ступени, либо которые немножко ниже. И пытается поучать и одних, и других, а также пытается получить выгоду и от одних, и от других. Отношения с таким человеком можно построить идеальные, если вы будете соответствовать его материальным потребностям. То есть тут взаимовыгодное партнерство идет. С таким человеком вы сможете достичь очень многого в финансовом плане. В принципе, у вас будет все в доме, как деньги, так и еда, и вы не будете ни в чем нуждаться. Но не ждите от этого человека проявления его настоящих эмоций, чувств, либо на то, что он для вас полностью откроется. Его призвание – это поучать других, вне зависимости от того, как это у него получается. И давайте посмотрим третью позицию. А это человек-праздник. Ну как праздник? Первое свидание, оно всегда головокружительное. Он пытается поддерживать хорошую атмосферу, особенно где-то на отдыхе. Всегда пытается показать себя с лучшей стороны. Развлекать, петь, танцевать. Может очень много говорить, лишь бы только не было неловкой паузы. А также постарается вас полностью очаровать. Будь это девушка, либо будь это мужчина, это не важно. Люди видят его как достаточно деловую личность, которая неплохо зарабатывает и в принципе стремится к заработку, любит деньги, можно так сказать. Видит как человека, с которым можно сотрудничать и получать прибыль в принципе. Сам же человек достаточно во многом себя недооценивает. Он скрытный и боится показать свою настоящую натуру, потому что у него были раньше отношения, в которых он это сделал, и его предыдущего партнера либо партнершу это очень сильно напугало. Из-за этого они в принципе и разошлись. Поэтому та единственная или тот единственный, который увидит его нутро, либо его настоящего, не испугается, это и будет его избранник на всю его жизнь. Но опять же, этот человек идет с травмой после отношений, поэтому с ним будет немножко тяжеловато это прорабатывать и в целом идти по этих отношениях. Силы этого человека видят достаточно интересно. Знаете, такая немножко проблемная натура. Он постоянно будет чем-то занят, где-то пропадать. В начале отношений, например, вы познакомились, он может там будет все хорошо, потом раз на 2, 3, 4 дня не выходит на связь. Где ты был, почему не выходил? Я был занят, у меня были проблемы, я не мог говорить, я не хочу грузить тебя своими проблемами. Знаете, вот в таком русле. Также будьте осторожны, потому что у данного человека могут иметься какие-то зависимости, как алкогольные, так и частично какие-то там наркотичные, знаете, вот я не говорю, что это наркоман, но если вам такое не подходит, вы должны об этом знать, потому что постоянно ожидать его, пока он одумается, для вас это будет очень непросто и тяжело. Так, и давайте посмотрим четвертую позицию. Так, что-то у нас сегодня одни женские типажи. Тоже такой, знаете, если мужчина, то такой достаточно женственный, но тут менее стервозный. Но очень большой модник. Такой, знаете, любит красиво одеваться, покупать дорогую одежду. Для него очень важно, как он выглядеть будет. Если вы загадывали на девушку, то это про девушку идет тоже. Девушка тут такая, знаете, ну как и мужчина. Вокруг него постоянно, если мужчина, то много девушек, если девушка, то много мужчин. Всем очень сильно нравится. Можно так сказать, чуть-чуть манипулятор, не особо сильно. Впрочем, друзья и близкие его очень сильно любят за то, что он всегда в трудную минуту придет на помощь. Он не оставит вас. И вообще очень часто выбирает себе пару, либо друзей, которым нужна помощь. Потому что на фоне того, когда он помогает, он очень выгодно выглядит, чем поднимает себе самооценку и в принципе, наверное, этим и живет. Сам о себе человек считает, что у него ничего нормального в отношениях не получается. Отношения то есть, то нет, с какими-то разрывами, с паузами, но ничего как бы стабильного и конкретного. Что же считают высшие силы о нем? Тут вот очень интересно, потому что если вы загадывали мужчину, то это такой мужчина, который ищет себе девушку-служанку. Пока он такую не найдет, он не успокоится. А это что значит? Это значит, что вы должны все исполнять по его прихотям. Это, знаете, его такие самые тайные желания. Девушка, которая готовит на кухне, которая приносит ему обед, кофе, чай, ну и приносит удовлетворение в других каких-то моментах. В целом, знаете, если заводить семью с таким человеком, это не так уж и страшно, просто это будет такая патриархальная семья, где девушка будет на втором плане. Поэтому смотрите, что кому подходит. И давайте посмотрим пятая позиция. Так.
Тут вот очень интересно, будь это мужчина либо девушка, которого вы загадали, это у нас любитель пообщаться в соцсетях. Тут у нас 1001 контакт, непрерывное общение, и чтобы он или она вам не говорила, что вы у меня единственный, либо единственная, нет, там целая записная книжка запасных вариантов с всевозможными разными конфигурациями, подходами. Можно сказать, что это и есть жизнь этого человека, вот это вот общение с этими девушками, либо мужчинами. В некоторых случаях эта карта показывает и всеядность, то есть если вы загадывали на мужчину, он может и с мужчинами спать. Ну, не пугайтесь, это не 100%, это просто вариант. Сам по себе человек любит дарить дорогие, обязывающие подарки. То есть, например, в начале отношений, там, либо сразу, либо через неделю, либо через 3 он может подарить какое-то дорогое колечко, либо колье, либо телефон. Ну, что-то такое, чтобы вы почувствовали, что вы ему что-то должны. И уже на базе этого выстраивать отношения. Сам же человек считает, что у него очень большие проблемы с пониманием. Его никто в этой вселенной, в этом мире, в этой галактике не понимает и никогда не поймет. Между ними и другими людьми словно выросла какая-то стена вот этого недопонимания. Он же хотел как лучше, чтобы было всем хорошо. А получилось как всегда, и опять его сделали виноватым. За что? Почему? Через некоторое время у него от души отпадает. И если он более-менее проработанный, он приходит мириться и признает свои ошибки. Если не проработанный, ждет, чтобы приходили мириться к нему. И потом говорит, ну ладно, я тоже виноват. Но это все периодически повторяется в его жизни. Высшие силы же считают, что на данного человека имеет очень большое влияние его семья. Будь это сестра, либо брат, либо родители. В данном случае это может быть какой-то мужчина, может отец его. Чтобы не быть голословным, я скажу, что он практически исполняет те инструкции, которые ему говорят его родные. Можно сказать, идет под копирку. Если вы хотите знать, как будут с этим мужчиной продолжаться отношения, либо девушкой, и как вообще у вас будет в семье, если вы решите с ним связать свою жизнь, просто познакомьтесь с его семьей и посмотрите, потому что эту модель он один в один скопирует со своей семьи. Вот такой вот человек. А может, вам и подойдет, почему бы и нет. И давайте посмотрим 6-ю позицию. Так, 6-я позиция. Это у нас человек-праздник. Знаете, такой врывается в вашу жизнь с чем-то ярким, с чем-то красивым, приносит праздник. Когда вы встречаетесь с этим человеком, вам кажется, что никого лучшего на земле вы никогда уже не повстречаете, не найдете. В его запасе определенное количество, но очень ярких каких-то моментов. Там пригласить вас на лодке поплавать, заказать какой-то салют, либо самому создать, попросить музыкантов сыграть вам на скрипке. Знаете, такой вот нестандартный подход, который бьет в самое сердце, в хорошем смысле этого слова. Он любит вызывать удивление, он наслаждается вашим удивлением. Для него это как энергия, знаете. Сами же близкие люди, его знакомые, не воспринимают его серьезно, они видят его как ребенка, который всему постоянно удивляется, он непостоянен, очень влюбчивый, капризный, постоянно в движении куда-то бежит, что-то новенькое, что-то интересненькое. Сегодня ему интересно рисовать, завтра ему интересно петь. Вот такая вот личность интересная. Он же, либо она считает себя очень важным, серьезным, очень сильно развита ревность. То есть это человек-собственник, несмотря на все эти моменты. Любит, чтобы приходили домой вовремя. Любит, чтобы держали его в курсе, где вы, что вы, зачем и почему. И когда у него все под контролем, он более-менее чувствует себя спокойно. А высшие силы говорят о нем, что у него очень много идей, но все эти идеи иллюзорны. То есть он напридумал себе воздушных замков, но конкретно ни к чему не подходит. Также данная карта говорит о том, что когда он влюбляется не в вас, а в тот образ, который он создает в своей голове. Потом, когда время проходит, он начинает видеть настоящую вас, он расстраивается, разочаровывается, и со словами «вы такие, как все», либо вы такая, как все, пропадает, либо перестает общаться. Либо когда вы начинаете заговаривать о чем-то серьезном, он говорит, ну мы же нормально общались до этого, зачем вообще говорить об этом? Семью с таким мужчиной либо девушкой построить, конечно же, можно. Тут тоже нужен своеобразный подход. А главное, первые 2-3 свидания показать себя настоящим, либо настоящей. Понять самого по себе человека, его непостоянность, его слабости. Возможно, вам подойдут такие отношения, потому что, все мы не идеальны, если рассматривать.
У каждого из нас есть какие-то подводные камни. Понимать, что сначала он будет вас приукрашивать, себя немножко ставить ниже, хотя эго у него там ого-го, либо у нее. Но в целом с нормальным подходом и с этим человеком могут получиться достаточно неплохие прочные отношения. В этот раз нам достались такие непростые люди. Я надеюсь, я никого из вас не расстроил. Это был всего лишь прогноз, он общий, но для лучшего понимания людей и чтобы лучше в них разобраться, я надеюсь, вам помог. Для тех, кому интереснее больше, можете записываться на мои личные гадания, также подписаться на телеграм-канал. А я вам желаю добра, любви, счастья и всегда пребывать в жизненной радости.